Всем привет! Меня зовут Алексей. Сегодня расскажу, как установить интерфейс управления SCAD DPI на операционную систему CentOS. Для данного видеоурока нам понадобится виртуальная машина с развернутой CentOS, документация, так как будем устанавливать строго по инструкции. Итак, давайте поскорее начнем. Открываем нужный раздел документации. Это компоненты, интерфейс управления SCAD DPI, версии 2. Посмотрим раздел рекомендации к оборудованию и посмотрим, что требуется. Тут стоит обратить внимание на оперативную память. Видим, что требуется от 512 мегабайт. Рекомендую ставить 1 гигабайт. Для диска вполне хватит 50 гигабайт. Операционная система CentOS либо 6, либо 7. Рекомендуем ставить на 7. Если необходимо поставить на 6, убедитесь, что у вас установлен супервизор версии не ниже 3. Если ниже, вы можете скачать пакет с наших ресурсов и установить. Также хочу обратить ваше внимание на то, что крайне не рекомендуется устанавливать интерфейс управления на оборудование, где установлен и работает DPI. Как минимум не стоит этого делать в продакшн, так как это может сказаться на производительности SCAD DPI. В продакшн рекомендуем ставить на отдельную виртуальную машину. В этом видеоуроке мы будем ставить на CentOS версии 7 и выше. Поехали! Переходим в раздел «Инсталляция». Копируем и выполняем первую команду. Команда выполнит загрузку скрипта установки. Получили ошибку, так как нет утилиты в JET. Ставим ее с помощью YAM. Снова выполняем скачивание скрипта. Успешно. Копируем и выполняем вторую команду, которая запускает наш скрипт. Видим, установка началась. Перемотаем это видео вперед, чтобы не ждать. Идет установка непосредственно пакета DPI UE2. Устанавливаются нужные библиотеки и запускаются нужные сервисы. Не прерывайте, обязательно дождитесь окончания установки. Перемотаем это видео вперед, чтобы не ждать. Видим, установка завершилась успешно. Посмотрим IP-адрес сервера. Копируем. Вставляем в строку браузера. Внимание! HTTPS. Разрешаем сертификат. Открылась страница логина. Установка завершилась успешно. Вводим стандартный логин, админ. Вводим стандартный пароль, wasexports. Попадаем внутрь приложения. Теперь необходимо настроить подключение к SCAD DPI, но об этом я расскажу в следующем видео. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.